Женщина, которая сначала вдохновляла Ренуара и Тулус-Латрека, а потом затмила многих мужчин-художников. Невероятная история Сюзанны Валадон. Она родилась в бедности, не знала своего отца, бросила школу в 11 лет и перепробовала десятки профессий, от официантки до цирковой акробатки. Затем стала одной из самых известных натурщиц Монмартра, позировала Ренуару, Дега и Тулус-Латреку. Пережила бурные романы, родила сына, не зная, кто его отец, а потом совершила почти невозможное. Женщина без академического образования, которую долго воспринимали лишь как красивую модель, сама стала одним из самых смелых художников Франции. Ее картины изменили представление о женском взгляде в искусстве, а имя Сюзанны Валадон сегодня стоит рядом с крупнейшими мастерами конца XIX – начала XX века. 23 сентября 1865 года в небольшой французской коммуне Бессин-сюр-Гарамп родилась девочка, получившая имя Мари Клементина Валат. Позже весь мир узнает ее как Сюзанну Валадон, но тогда она была всего лишь дочерью молодой незамужней прачки. Отец девочки официально никогда не был назван. Кто именно им был, остается неизвестным до сих пор. Для Франции XIX века это означало не только семейную драму, но и определенное общественное клеймо. Воспитывать ребенка матери приходилось одной, без какой-либо поддержки. Когда Мари была еще совсем маленькой, мать переехала вместе с ней в Париж. Они поселились на Монмартре, районе, который тогда совсем не напоминал нынешний туристический квартал. Здесь жили прачки, рабочие, бедные ремесленники, уличные артисты и многочисленные художники, снимавшие дешевые мастерские. Денег постоянно не хватало. В 11 лет девочка навсегда покинула школу. Не потому, что не любила учиться, а потому, что семье необходимо было выживать. Началась взрослая жизнь. Следующие несколько лет Мари сменила множество профессий. Она помогала модистке, изготавливавшей женские шляпки, работала на фабрике, где плели траурные венки, продавала овощи, была официанткой. Любая работа принималась без колебаний, лишь бы приносила хоть какие-то деньги. Но мечты девушки были совсем другими. Она восхищалась артистами цирка. Их смелость, свобода и возможность каждый день бросать вызов опасности казались ей воплощением настоящей жизни. В 15 лет ей удалось попасть в знаменитый парижский цирк Медрано. Это стало возможным благодаря знакомству с художниками Антуаном де ла Рошфуко и Тео Вагнером, которые занимались оформлением цирковых декораций. Для бедной девушки это была настоящая победа. Она стала воздушной акробаткой. Каждый вечер публика аплодировала юной артистке, взмывавшей под самый купол. Но счастье оказалось недолгим. Цирковая карьера закончилась почти так же быстро, как и началась. Во время одного из выступлений Сюзанна сорвалась с трапеции. Травма оказалась настолько серьезной, что о возвращении под купол не могло быть и речи. Для большинства людей подобная катастрофа означала бы конец мечты. Для Валадон она стала началом совершенно другой жизни. В том же Монмартре, где она жила, художники постоянно искали натурщиков. Красивые девушки могли заработать значительно больше, чем официантки или продавщицы. Сюзанна решила попробовать. Именно это решение изменило историю искусства. В начале 1880-х годов Монмартр жил особой жизнью. Днем здесь работали прачки и ремесленники, а по вечерам маленькие улочки заполнялись художниками, поэтами, музыкантами и завсегдатаями дешевых кабаре. Именно здесь рождалось новое французское искусство. Именно сюда судьба привела молодую Мари Валат. Работа натурщицы в те годы вовсе не считалась престижной. Для большинства состоятельных людей она находилась где-то между театром, богемой и сомнительной репутацией. Однако для самой Валадон это была возможность не только заработать на жизнь, но и попасть в мир, о существовании которого она раньше могла лишь мечтать. В 15 лет она начала позировать художникам Монмартра. Сначала ее знали под именем Мария. Именно так она представлялась большинству мастеров, которым приходилось часами писать ее портреты или делать наброски. Она терпеливо стояла в мастерских, наблюдая за тем, как под кистью рождаются картины. Но происходило нечто гораздо более важное. Пока художники внимательно изучали ее лицо и фигуру,
она не менее внимательно изучала их самих. Она наблюдала, как смешиваются краски, как рождается композиция, как несколькими линиями можно передать характер человека, как свет меняет настроение картины. Это была настоящая художественная академия, только без преподавателей, дипломов и правил. Позже Волладон признавалась, что именно тогда начала понимать живопись. Она не просто позировала, она училась. Через мастерские Монмартра проходили десятки известных художников. Среди них были Пьер Пюви де Шаван, Жан-Жак Эннер, Теофиль Стейнлен, Берта Моризо и, конечно же, Пьер-Огюст Ренуар. Именно для Ренуара молодая модель позировала в 1883 году при создании сразу нескольких известных полотен. Сегодня миллионы людей видели эти картины, даже не подозревая, кто изображен на них. Считается, что именно Сюзанна стала моделью для знаменитого полотна «Танец в Бужевале», где девушка кружится в танце вместе со своим партнером. В том же году она позировала художнику и для картины «Танец в городе». Спустя 2 года Ренуар вновь написал ее, уже в работе «Девушка, заплетающая волосы». Однако настоящая дружба связала Волладон с другим художником – Анри де Тулус-Латреком. Именно он придумал ей новое имя. По одной из самых распространенных версий, художник заметил, что девушка охотнее соглашалась позировать мастерам значительно старше себя. Это напомнило ему библейскую историю о Сусанне и старцах. Так Мария Валлад постепенно превратилась в Сюзанну. Под этим именем ее узнает весь художественный мир. Сюзанна обладала удивительным сочетанием качеств. Она была красивой, независимой, дерзкой и совершенно не похожей на большинство женщин своего времени. Современники вспоминали, что она никогда не старалась казаться покорной или скромной. Она могла спорить с художниками, смеяться над ними, отстаивать собственное мнение и совершенно не боялась говорить то, что думала. Эта внутренняя свобода притягивала людей. Неудивительно, что между ней и Тулус-Латреком вскоре завязался роман. Их отношения продолжались около 2 лет. Они были яркими, бурными и очень непростыми. Известно, что после разрыва в 1888 году Волладон переживала тяжелый эмоциональный кризис. Но жизнь вновь заставила ее идти вперед. Каждый день Сюзанна переходила из одной мастерской в другую. Она позировала часами. Но когда художники делали перерывы, она внимательно рассматривала их работы. Она изучала линии Эннера, следила за тем, как строит композицию Ренуар, наблюдала за свободой рисунка Тулус-Латрека. Постепенно она начала рисовать сама. Не по учебникам, не по академическим пособиям. Она просто брала карандаш и пыталась повторить то, что видела собственными глазами. Позже искусствоведы будут говорить, что именно отсутствие академического образования стало одним из главных преимуществ Волладон. Она не знала правил, которые запрещали нарушать традиции, поэтому никогда не боялась их нарушать. Переломным моментом стало знакомство с Эдгаром Дега. К началу 1890-х годов знаменитый импрессионист уже был признанным мастером. Его мнение имело огромный вес. Когда он увидел рисунки Волладон, то был искренне поражен. Дега называл их смелыми, выразительными и необычайно сильными. Но главное, он не ограничился похвалой. Он начал покупать ее работы. Для молодой женщины, которую все привыкли воспринимать лишь как натурщицу, это означало невероятно много. Дега познакомил ее с коллекционерами, среди которых были знаменитый арт-дилер Поль Дюран-Рюэль и коллекционер Амбруаз Воллард. Именно благодаря этой поддержке имя Сюзанны Волладон впервые начали воспринимать всерьез не как имя красивой модели, а как имя художницы. Более того, именно Дега познакомил ее с техникой гравюры на мягком грунте, сложным видом печатной графики, который требовал большого мастерства. С этого момента ее жизнь начала стремительно меняться. Впереди была борьба уже не за место натурщицы в мастерской, а за право стать художником в мире, где женщинам по-прежнему приходилось доказывать свой талант гораздо упорнее мужчин. Пока Сюзанна Волладон только начинала прокладывать себе путь в искусстве, жизнь вновь преподнесла ей испытания. В 1883 году, когда ей было всего 18 лет,
Она родила сына. Мальчика назвали Марисом. Сегодня весь мир знает его как Мариса Утрилла, одного из самых известных французских художников первой половины XX века. Но тогда никто не мог предположить, что ребенок, родившийся в крошечной квартире бедной натурщицы, однажды станет легендой Монмартра. Гораздо больше окружающих интересовал другой вопрос: кто его отец? Сюзанна никогда публично не называла имя отца своего ребенка. За долгие годы появилось множество предположений. Одни исследователи называли испанского художника Мигеля Утрильо, близкого друга семьи. Другие говорили о художнике Пьере Пюви де Шаван. Звучали и другие имена. Однако ни одна из этих версий так и не получила документального подтверждения. Спустя несколько лет испанский искусствовед и критик Мигель Утрильо подписал документы, официально признав Марисас своим сыном. Именно поэтому мальчик получил фамилию Утрильо. Большинство историков сходятся во мнении, что этот шаг был скорее юридической формальностью и дружеской помощью Сюзанне, чем признанием биологического отцовства. Кто был настоящим отцом Мариса Утрильо, неизвестно до сих пор. Эта тайна ушла вместе с самой Володон. Молодой матери приходилось работать почти без отдыха. Она продолжала позировать художникам, рисовала сама, бралась за любую работу, чтобы обеспечить ребенка. Марис рос болезненным мальчиком. Позже у него начались серьезные проблемы с алкоголем и психическим здоровьем, которые будут сопровождать его всю жизнь. Но тогда Сюзанна еще надеялась, что впереди у сына обычная судьба. Она не могла знать, что спустя годы именно живопись станет для него единственным спасением. Позже именно она убедит Мариса начать рисовать, считая искусство лучшим лекарством от его душевных страданий. И окажется права. К началу 1890-х годов Володон уже почти перестала воспринимать себя только как натурщицу. Она все чаще оставалась дома за мольбертом. Ее ранние работы были преимущественно рисунками. Она рисовала карандашом, углем, пастелью, красным мелом. Любимыми моделями становились самые близкие люди – мать, сын, племянница. Позже сама Володон говорила, что композиция для нее всегда была важнее красивых эффектов. Поддержка Дега постепенно приносила плоды. Он рассказывал о ней коллекционерам, показывал ее работы знакомым, рекомендовал галеристам. Для женщины-художницы конца XIX века подобная поддержка была практически бесценной. В художественном мире по-прежнему господствовали мужчины. Женщине было чрезвычайно трудно добиться серьезного отношения. Тем более женщине без диплома Академии художеств. Но Володон постепенно заставляла изменить мнение даже самых консервативных критиков. Настоящий перелом произошел в 1894 году. Володон приняли в Национальное общество изящных искусств Франции. Сегодня эта новость может показаться обычной, но тогда это стало настоящей сенсацией. Она стала первой женщиной, которой удалось добиться членства в этой престижной художественной организации, выдержав серьезную конкуренцию. Это было официальное признание. Теперь Сюзанна больше не была бывшей натурщицей, решившей попробовать себя в живописи. Она стала профессиональным художником. Для женщины, выросшей в бедности, не окончившей даже средней школы и самостоятельно освоившей живопись, подобный успех казался почти невероятным. Но самое смелое было еще впереди. Очень скоро Володон начнет писать такие картины, которые вызовут бурные споры по всей Франции. Она покажет обнаженное женское тело совсем не таким, каким его привыкли видеть зрители. И этим изменит историю искусства. В середине 1890-х годов жизнь Сюзанны Володон изменилась настолько, что еще несколько лет назад сама она вряд ли смогла бы в это поверить. В 1895 году Володон вышла замуж за состоятельного биржевого маклера Поля Музи. Этот брак стал для нее не просто новым этапом личной жизни, но и долгожданной возможностью наконец перестать думать исключительно о выживании. Впервые за многие годы она получила самое ценное, что может пожелать художник – время. Она могла работать ежедневно, не отвлекаясь на постоянные поиски заработка. Вместе с мужем Сюзанна поселилась в просторной квартире в Париже,
а также проводила много времени в их загородном доме. Внешне жизнь казалась вполне благополучной, но спокойствие никогда не было ее стихией. Конец XIX века оставался временем, когда женское тело в живописи почти всегда изображалось глазами мужчины. Обнаженная натура существовала прежде всего для того, чтобы ею любовались. Кожа становилась идеально гладкой, фигуры безупречно красивыми, позы кокетливыми. Даже если художник писал мифологическую богиню или простую купальщицу, зритель чувствовал, что перед ним скорее мечта, чем живой человек. Сюзанна увидела все иначе. Она слишком хорошо знала, что чувствует женщина, когда на нее часами смотрят художники. Именно этот опыт полностью изменил ее собственную живопись. Когда Володон начала писать обнаженных женщин, они впервые перестали позировать зрителю. Они не старались понравиться, не заигрывали взглядом, не демонстрировали свою красоту. Они просто жили, отдыхали, расчесывали волосы, задумывались о чем-то своем. Для публики конца XIX века подобный взгляд оказался неожиданным. Современные искусствоведы часто говорят, что именно Володон одной из первых показала женское тело без идеализации. На ее картинах не было стремления скрыть возраст, не было желания сделать фигуру стройнее или моложе. Она спокойно писала складки кожи, тяжелые бедра, обычные тела женщин из рабочего класса, тех самых женщин, которых раньше почти никогда не делали героинями большого искусства. Историк искусства Патриция Мэтьюс позже напишет, что именно происхождение Володон сыграло здесь решающую роль. Казалось, судьба наконец подарила Сюзанне долгожданное спокойствие. У нее был признанный талант, профессиональное уважение, стабильная жизнь. Однако в 1909 году все изменилось. Она познакомилась с человеком, который был моложе ее почти на четверть века. Молодой художник Андре Юттер сначала пришел в ее мастерскую как натурщик. Очень скоро между ними вспыхнул роман. Эта любовь вызовет настоящий скандал в Париже, приведет к разводу, разрушит привычную жизнь Володон и станет источником вдохновения для ее самых известных картин. Именно тогда появится одна из самых смелых работ художницы «Адам и Ева», где она без всякого смущения изобразит себя и своего молодого возлюбленного. И эта история окажется не менее удивительной, чем вся ее предыдущая жизнь. Для Парижа начала XX века подобная связь выглядела вызывающей. Замужняя женщина, известная художница и молодой человек, который годился ей почти в сыновья. Общество было шокировано. Но Володон никогда особенно не интересовало общественное мнение. Роман оказался настолько серьезным, что вскоре Сюзанна приняла решение, на которое осмелилась бы далеко не каждая женщина того времени. Она ушла от мужа. В 1913 году Володон официально развелась с Полем Музи. Год спустя она вышла замуж за Андре Юттера. Для многих знакомых этот поступок выглядел безумием, но сама художница словно обрела вторую молодость. Юттер не только стал ее мужем, он оказался ее постоянной моделью, ее помощником, ее менеджером и человеком, который много лет занимался продажей ее картин и организацией выставок. Они прожили вместе около 20 лет. Их отношения нельзя назвать безоблачными, но творчески этот союз оказался необычайно плодотворным. Уже с 1933 года между супругами обострились конфликты, и Володон переехала жить к сыну, тогда как Юттер остался в их общем доме. Андре Юттер и Сюзанна Володон развелись. Это произошло в 1934 году. После развода они не перестали общаться. Юттер оставался частью жизни художницы до самой ее смерти. Более того, их даже называли «проклятой троицей». В эту компанию также входил сын Володон Марис Утрилла. У всех троих были сложные, бурные отношения, сопровождавшиеся ссорами, примирениями и проблемами с алкоголем. К началу 1930-х годов Сюзанна Володон уже не нуждалась ни в чьих рекомендациях. Ее картины выставлялись в крупнейших салонах Парижа. Критики больше не писали о ней как о бывшей модели. Теперь говорили только о художнике. И это была победа, которой она добивалась почти 40 лет. К концу жизни
Володон превратилась в настоящую легенду Монмартра. Молодые художники приходили к ней за советом, старые друзья продолжали навещать ее мастерскую. Она пережила Эдгара Дега, Тулус-Латрека, Эрика Сати. Ушла целая эпоха. 7 апреля 1938 года Сюзанна Володон умерла в Париже. Ей было 72 года. По воспоминаниям современников, в последние часы рядом с ней находились друзья-художники. Похоронили художницу на кладбище Сен-Уан в Париже. Позже рядом с ней был похоронен и Андре Ютер. История Сюзанны Володон похожа на роман, который трудно было бы придумать. Девочка из бедной семьи, цирковая акробатка, любимая модель Ренуара и Тулуз-Латрека, мать Мариса Утрилла, первая женщина, принятая в Национальное общество изящных искусств Франции, художница, изменившая взгляд на женское тело в европейской живописи. Когда-то она стояла неподвижно в мастерских великих художников, помогая им создавать бессмертные полотна. Прошли годы, и уже весь мир начал приходить в музеи, чтобы увидеть картины, созданные ею самой. Возможно, именно в этом и заключается самая красивая победа Сюзанны Володон. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это путешествие в мир искусства, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. А если вы сами художник, иллюстратор, фотограф или мастер хендмейд, приглашаем вас на alebrio.ru. Публикуйте свои работы, участвуйте в международных конкурсах и выставках, находите свою аудиторию и станьте частью большого творческого сообщества. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. До новых встреч!